Так, ребята, всем привет. Сегодня, короче, разрабы запускают стримчик. Будем сейчас смотреть это дело. Посмотрим, что они нам расскажут. Ну, собственно, что там, 10 минут до начала. Сейчас пока туда-сюда. Ой, не ту кнопочку нажал, простите. Простите, не ту кнопочку. Вот, ну что, 10 минут до начала. Сейчас посмотрим, как это все будет выглядеть у них. Так. Секундочку. Пока там подготовка идет, и я... Ну, я что, думаю, лучше запуститься, да, пораньше, там, по крайней мере. Будет прикольно. Валентин, да, время офигительных историй. Загрузка танки, если вы еще купите их в магазине за рубля. И мне будет вот сейчас интересно смотреть, как они будут показывать. Ну, вангую, что покажут новый контент на вот это дополнение, которое нам обещали. Но как бы уверенность у меня на 70%, не 100%. Так что дело это такое. Так, сейчас, секунду. Угу. Блин, ну конечно, что ты мне хочешь обновить тут? Ох ты, елки-палки. Скип. Скип. Открывай. Открывай. Сейчас хочу, знаете, еще попробовать, какой прикол. Пока они тут... Все это идет. Привет, Фрутик. Привет. Так. Сейчас я накручу тут. Так. Так, винтаж, эквализация. Фильтр МК3. Так, раз, два, три. Так, не, это... уже слышу, что пошло, но... Так. Блин, я не помню, какой из них. Какой? Не. Давай, ладно, клиргю поставлю. Я, короче, хочу сделать... зарезать частоты, так, чтобы максимально было похоже на... Максимально... Так, сейчас. Это ж я этот редактирую. Чё ты мне не показываешь? Ой, ладно, короче. Фиг с тобой. Так пойдет. Хотел прям под переводчика 90-х сделать. Там оставляешь только средние частоты. Все. Я новичок. Стоит ли саммит фул проходить? Так. Стоит ли саммит проходить? Конечно, стоит проходить. Тебе нужно его пройти, чтобы риджвея получить. Посмотри в интернете, как там риджвея получают. Это очень хороший бронежилет, который позволит тебе на кровотоке играть. Даже прям в PvP он по-прежнему актуален. Если чё, вдруг, чё. 5 минут остается. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Все не то. Время 4 минуты 50 секунд. Все, нашел. Раз, два, три. 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 Все. Готово.
Так. Раз, два, три. Раз. Раз. Так, короче, ладно, хер с ним. Поехали в этот. В дивизионе. Пока они там дотелятся. Сейчас начнут. Рады, что вы рады, что мы рады. Кто такая Рада? Что у меня тут по, собственно, коррупции? Крит, урон. До хрена всяких перчаток. На все случаи жизни валяются. Перчатки наемника. На пулю и на ЗФР. Ну, вообще-то имеет место быть, если со щитом делать билд на щит. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Имеет место быть. Раз, два, три. Так. Так. Так, если ты новичок, то смотри еще какой есть нюанс. Учитывая, что новичок, то воители Нью-Йорка обязательно должны быть куплены. Без воителей Нью-Йорка у тебя фактически демо-версия. Восстановление брони, протокол затмения. Да нахрен, что я на восстановлении брони буду играть? Какого хрена оно у меня вообще там лежит? Так, урон открыта, ладно. ЗФР, окей. Это еще куда не шло. Почему? Потому что через у протокола затмения есть такой броник, у которого на 30% бустится ну, короче, наносимый по противникам с негативным эффектом на 30% урон заходит. Ну, то есть там довольно больно влетает. Так, а тут что? Идеальная гальванизация. Я, короче, пробовал с идеальной гальванизацией играть. Я вам скажу, что нет. Вообще как бы не заходит. Не зашло. Ладно, пусть останется. Не так часто падает с хорошим состоянием. Так, тут это тоже оставляю на всякий случай. Урон навыков, негативные эффекты, длительность остановка. Ладно, это разбираем. Ну да, пусть. Бонжорно с месье. Ну ты там, конечно, напридумывал. Так, что бы посмотреть? Глянь, сколько бронежилетов, которыми я не пользуюсь. Острее копье. Давай, сюда. Умбра. Ну, умбра, ладно, возьму. Тик-тик. Все? Месье пришли? Прихожи. Time. Hello everyone. I guess we're live. We're just talking about the cards if they in the right position or they're upside down. They should be fine. But hello everyone. My name is Daria. I'm the community developer for Division 2, and today with me, Yannick, creative director for the Division 2. Yannick, creative welcome director. to Year 5 Season 3 Vanguard live stream special report. And
apart from the new season, we're also going to be coming back to Project Resolve, discussing some changes that were made following BTS feedback that we received, and showing you some некоторых моментах про обновление Project Resolve и о отзывах о PTS-сервере. Of the events of the previous season and transition to season 3, let's watch analyst report made by IGN. Agents, we've recovered 5 more hostages that were taken during the attack on the White House, including Vic's sister, Birdie, who has vital intel on the Black Tusk's infrastructure and systems, and Nat's plans for the mobile SHD servers, as it was Birdie who was tasked with building and maintaining their power supply. However, it was through this rescue that another layer of deceit was uncovered. Agent Brian Johnson was unmasked as the recruiter. Johnson used his position as your handler to hide intel that was uncovered and was almost successful in stealing the mobile SHD server. The revelation that hunters walk among the agents further divides the already fragmented division ranks, and Vic questions who else could be a hunter and points the finger at Kelso. Manny refuses to believe that Kelso is a hunter. However, we are unable to clear her name at this stage because she has gone missing. Agents, we need to find Kelso and uncover what she has been doing in New York. Говорит, ну, короче, отправили Келса в Нью-Йорк. Что же она там будет делать? Another amazing recap, and I think pretty much you already guessed that our main goal for season 3 is to locate missing Agent Kelso. What is going on with Kelso? That's the question, что же right? происходит с You may remember from season 11. We had the conclusion of season 11 with the attack on the White House, and then at the end of that, Kelso said she was going to go to New York to check on Heaven and make sure that this settlement was secured. And well, we haven't really, talked about it or emphasized that, but she hasn't come back since. She has been spending quite some time in New York, like during season 1 and season 2, as we were rescuing civilians. She was all the time in New York. Manny mentioned that a couple of times. So now it's time to actually go and see what has she been up to, and now she's gone missing. So what's going on there? And this time around, what is especially interesting about the season is that we are not going to be going after specific people, after specific targets. Those are going to be the locations. О том, что, so basically, про Келса, что она там летала в Нью-Йорк, там выполняла какие-то свои там задания. And looking at это the пересказ clues that небольшой might be at those locations. этого. Yeah, it's just another twist on the manhunt formula. So we used to have enemy targets. Then in the past couple of seasons we have civilians to rescue, and this time it's going to be not direct targets, but it's going to be about investigation and finding, retracing the steps. Сейчас у нас будет of Kelso in finding out and catching up to her and understand what's happening here. Тревоги, короче, запущены на расследование, будут посвящены на расследование. Вот до этого у нас были спасение, устранение целей, а теперь будет расследование. Considering that some of the details we just gave out about the specific locations, but also about the apparel events this season. Даже без снега не вытянут, да. И надо, чтобы перелететь в Нью-Йорк, все перетянули туда и забыли за Вашингтон. Target now is actually your location. And yes, you can see at the bottom of that 2 apparel events this season. Again, a brand new one. Civic Center, and then a return as a second apparel event in the season, a return of Last Resort, which was the apparel event we did, I think was with the release of Warlords of New York, which was revisiting looks inspired from the New York faction, so the Cleaners and the Rikers. So a pretty cool apparel event. And we're going to talk about it in more detail a bit later, but let's also watch the trailer. Потом обсудим это попозже, а сейчас будем трейлер смотреть. Да. Сделай тише Дашку. Хорошо. Я доверял Келси. Не могу поверить, что она была
But trust has to be earned. When we put it in the wrong people. Just look at what's happened to this country. Agents were trained to blend in. Это дедшот. To hide in plain sight. How can we know their true mission? Ну все, теперь рисованные мультики у нас в Division пошли. We can't survive without trust. I trust Kelso. Тут Келса лучше нарисована, чем в игре. I've been wrong before. Я доверял Келса, но есть одно но. Опа, что это? Новый ивент. Тысячи поочередных багов. Продвинутая игровая стабильность. Улучшение PvP. Не успел дальше прочитать. What a nice trailer. It reminds me about something. I can't really pinpoint. What is that? Who knows? I did not understand that reference. But yeah, I mean, it's this season it's about trust really, and that's what the trailer is about. It's we ended last season with, of course, the betrayal of betrayal. It's a question of point of view of Agent Johnson, finding out that Johnson was a hunter embedded in the ranks of the division. Закончили and that froze a lot of предыдущий сезон тем, distrust что amongst the уничтожили ranks of охотника. the good guys, агента Manny and the Джонсона. Division and everybody else, on like who else could actually be a hunter, or if not even a hunter, like embedded agents working for the enemy. And with Kelso going missing and Kelso having been gone for so long, some people are starting to ask questions, and that's what we're going to try to clear up. Yeah, but the Ну reference и, that короче, you там didn't quite catch was to the Warlords немножко of New York trailer. приоткрывает о том, чем мы будем там It's заниматься. a Но в основном все similar, Келса будет animation style, посвящено. but That's true, there was some of that, yes. I don't know if Я it просто, means если anything, буду to be концентрироваться honest. прямо так перевода, я Probably just an artistic забываю point. русские слова. But, So yeah, so here you have it. Ну, Дашка вам сказала, что ей капец понравился трейлер. Отвечаю, такая, говорит, вот такой трейлер хороший вообще, ну прям, ну супер. В следующем году уже не мультики, а типа мопед. Кинер в этом сезоне. Вообще, в этом сезоне или в DLC, вернее. Наверное, в DLC, потому что в этом ничего не говорили. Ну, пока что ничего про Киннера не говорили. Я вообще не знаю, что Киннер вернется или нет. Он так прям хорошо так прилег на пирсе в конце миссии. May have had a chance to test it on the PTS that we had in January, and changes-wise, we're going to talk about it separately. Говорит, что много было отзывов о ПТС-сервере, и мы можем, и мы сейчас, короче, обсудим это все дело, все отзывы. Show some of them in full glory. So this is the Aegis. О, это новая It's внешка. a new gear set. Прикольно, новый гирсет. Looks very on brand for this specific season. Блин, какой прикольный. Well, it's, yeah, it's Выглядит, also a bit говорит, of a как throwback of специально разработанный для сезона. LMB looking stuff. Also, so for people who played Division 1, this is going to be a nice Look at Blood a nice Division, thing to be looking говорит. for. Слышали? Он только что Has сказал. some Look at pretty Blood nice, Division. you know, dark and red tones, which Привет, are the Slack. colors of the LMB. I know they used white a lot as well, but their logo was actually a lot of black. Мне and red, нравится, so, черно-красненький. so that was the inspiration here, and yeah, I think we have something that looks pretty cool. Yeah, and the logo is very easy to recognize. Да вообще, перенесите about, просто все, you know, enemy and добавьте в aggro Division and 2 aggro management режим and, игры being Division 1. being targeted or not being targeted. И So все, bunch of больше the ничего не надо. gear that we see in Просто here, так возьмите и that we will see in перенесите this все на season, первую дивизию. is about that. So that was the case for the gear set. Not the gloves, but other pieces as well. Ну, это еще вот Yeah, этот those are один the сет new новый. exotic gloves, by the way. Wrecked gauntlets. Ну, это такое, they конечно. Mhm. Division — это Yeah, та these игра, are в about которой я не stability пользуюсь and капюшонами, weapon представляете? handling. So it's a different idea, but it's trying to find some gloves that could be useful for people who want
weapons to be easier to handle. I know it's quite cool. And we've heard a lot of feedback on the PTS. There's some issues with them. Простите. I'm jumping ahead because this is in the PTS part, but yes, it's a different thematic. Yeah, but also this time around we'll have a new exotic pistol called Mosquito. You это can москит? see it right now. Пистолет такой. Very новый. short. Thank you, George. Очень. Дашке очень понравилась. Такая вообще пистолет такой супер. Rifle, Vindicator, Спасибо. Со стабильностью что? Они больше 1000 багов, говорит, поправили. Ну, а это новая винтовочка. Ну, мы, в принципе, на ПТСе, да, все это видим. Привет. The questions that we saw in the community, there was some confusion regarding this specific exotic weapon. Yes, it's exclusive to Descent. It's only available говорит, комьюнити было сбито с толку тем, что but it can be used anywhere else. As soon as you acquire it in Descent, you are free to take it with you. Как, короче, достать этот пистолет, ну и говорит, я так понял, что он достается только из спуска. Говорит, задротьте спуск и достанете. Экзотик пистоль. Экзотик пистоль. 1000 поправили, 2000 добавили. Ну это ж конечно. We've seen some of the exclusives being added to the Dark Zone after a while. We may want to do that, we will see. But кожа уже как у Шарпи обвисла, уже старый. For Descent for a while, and later on the road maybe we make it more available to other places as well. But we really like the idea of having a piece of gear that you can only get through that game mode. Yeah, and it also has this very distinct appearance. So kind of screams Descent. Yeah. But talking about ну, это все еще этот пистолет обсуждали. Говорит, может быть, когда-нибудь добавим какие-нибудь другие режимы, но пока тут. To come back to the PTS feedback and some changes that were made following the commentary that we saw online. It actually concerns some of the gear pieces. So that's. Вот это интересно. Короче, результат ПТС-серваков и изменения. Let's address the newest talent, the behind you talent. There were a few changes made to it. Некоторые изменения новых талантов, прежде всего. With the 220 that is going to be released tomorrow. It only will be available and exclusive to rifles and MMRs. And this change in particular was завтра выйдет обновление, но две новые винтовки, как я понял, выйдут в марте. Что-то они не успевают. Was not intentional, and we decided basically to limit it to MMRs and rifles. Because the talent was too powerful. Короче, таланты слишком мощные оказались, и поэтому они... A lot of people just immediately identified that this could be a problem with paired with some weapon types. So it makes sense, and yes, that was kind of the intention. Новые таланты, они слишком имбовые получились, и поэтому народ начал возмущаться по этому поводу, поэтому его перенесут and also there is на going март. to be the decrease in amplified damage, and you're probably better equipped to comment on that than как I am. насчет срезания урона, которые добавляли? But basically, there is a difference between damage increase and damage amplify in the game. And тут надо соблюдать баланс между нанесением урона and it has to do with the way сопротивлением the урона. damage bonus is calculated. And basically, the gist of it is amplifies are much stronger bonuses than increase. So for some of those items, they had actually the text mentioned increase, and the bonuses, the value of the bonuses were built with increase in mind, but they were actually made amplify damages, which means they were ridiculously powerful. So what we've done is we've kept them as amplified because that's more interesting for the mechanics of those of that item, but therefore we've decreased the damage bonus to something that is more in line with what an amplify would normally do.
So ultimately, it's not a nerf. I know that compared to PTS values, it might look like a nerf, but this is an alignment to therefore reflect the fact that these are intended as amplify bonuses and not increase bonuses. Ну, он, короче, рассказывает о системе, в системе баланса между уроном и would be available right upon the release, but the localization change, they're going to highlight the move to amplify damage from the weapon damage. That is something that's going to come with 20.1. Сейчас, секунду, я в игре выключу звук. Короче, баланс урона будет чуть позже. This information was released as a part of the dev commentary following the phase 2, so if you want to read in detail and see the values and how and why the changes were made, you're welcome to visit our Trello board and find this information in the dev commentary. So basically, everything that we're reciting right now более подробная информация мы увидим на доске разработчиков. Вы можете куда-то зайти, короче, где-то посмотреть. Ну, может, сейчас еще покажут это дело. И следующая вещь. Assault interference, that's talent from the Vindicator, the new exotic weapon available through Descent, the one that we showed right now. Also starting with the 220 release, amplify damage gonna decrease from 75 to 40%. Basically the same короче, экзотические винтовки, которые вытягиваются уже с этого спуска. Или используются в спуске. The values can be updated and localization needs to wait a little bit. Basically, this has to do with the builds and submission time, and sometimes the changes in the values. It's easier, they can be made faster than the localization because there are a lot of languages, they need to be updated. So, you know. I don't know why I'm explaining this. Белорусы на днях сказали, the value is on the server, the text is on your client. And if на самом деле we want to patch your паровоз client, we need to make a patch you're going to download, and that takes time Радуга. because it has to go through Нельзя забывать, что у них есть такие. That localization takes extra time. Changing a value is just a number we can change on the server. I'm oversimplifying it, and some devs might be having a heart локомотивы, attack. как Division 2, Радуга. The general gist of it. So it's much easier. Or even if we change it in a game on the client, Assassin's Creed. I need to make a То есть to go through all the сама по себе большая. Если просто всех уволить, оставить только этих разработчиков, то, поверь, там они там будут очень хорошо зарабатывать. Still important to highlight, so the incorrect localization, incorrect text to сейчас говорят просто о локализациях, что они стараются between how the talent or the gun behaves compared to what it says about it. Короче, this now you know. Сложности в перевода, как говорится. I think it's important to highlight таланты переводить довольно сложно. We also received some feedback about them. У них грустные лица. That some players felt потому что they're a little bit underwhelming, and завтра the intention, original завтра, intention короче, was обнова, и их лишат to премии give the talent stability and accuracy bonus. But since it's a PTS and bugs occur, and sometimes some features or some weapons, they end up on the PTS in their unfinished state. So it's not final, but that is what PTS is about. It's about testing. It's about understanding how well balanced different features and weapons are. So basically, показатели, due to которые this malfunction, мы видели на ПТС, это фактически те, которые используют для тестирования, посмотреть на реакцию игроков. Tried it and thought it was underwhelming, and we have people who just, on principle are not interested in this kind of item. And of course, you are only allowed to have one exotic equip, so why would you sacrifice a much more powerful exotic for something like that is a bit more niche and a bit more quality of life in a way. But that's just, there's a lot of exotics in the game, so I think it's good for us to try things and see if there's actually a crowd for that, or if there's we know that a lot of players can be very creative in the way to use those items, so maybe there's going to be some interesting mechanics coming out of it. Не должно там превращать билд. Yeah, let's see. Короче,
it's something we've never tried, so let's see how that goes. Не быть имбой. Just to finish off everything, влиять на качество жизни вашей issue was resolved в игре. PTS, and тоже work is intended. Яйцопалов находить еще, скажите, надо будет. Everyone is welcome to try and test it starting tomorrow. And let's move to Я согласен с тобой, Слав. Давайте посмотрим на Season Pass. Season Pass. Sorry about that. I did. But yeah, the gist of Hunter's Fury, just to talk about it, is yes, so we are reducing the bonus on the 3-piece bonus from plus 100% health on kill to plus 50% health on kill. And the main reason for that is because on the side, with all the changes we're doing to brand sets, health bonuses are going to be much more of a thing now. And so actually having health-based builds is going to be more accessible, and therefore we wanted to make sure that Hunter's Fury, which is a great set for health builds, does not become completely overpowered with that. And giving 100% health on kill would have been ridiculous. So it's just us anticipating health builds and therefore giving more tools to make Hunter's Fury more interesting, but therefore making sure so it's it remains at the right level of power and doesn't become a new meta. Yeah, thank you so much for noticing it. Sorry. Они, ну, они вот эти вот про систему, когда они апнули. Короче, сборка полных билдов, типа, более предпочтительнее, чем сборка из разных всяких компонентов. Season Pass. Yeah, finally. Так, Season Pass. Just a quick reminder that Season Pass is going to be available for 1,000 premium credits in the game store. It grants additional Season Pass можете купить за 1000 кредитов really cool премиальных. outfit and a mask called Menpo. Туда, короче, будет маска входить, там всякая уникальная. Ну, это смотреть надо будет. Короче, всякая лабуда. Посмотрим. Ребята, ставьте лайки. О, а масочка прикольная, кстати. Samurai-looking mask and outfit also in в стиле самурайской маска, перчатки. And on the premium track, this time around, we're going to have 9 weapon skins, 10 dice, 2 new emotes. 9 скинов для оружия there is also будет another one включать. That is more tactical, called Crescent. And yeah, there is some very, very fun weapon skins that Очень-очень, говорит, I would love фановые for you to see, if we can. скинчики подороже. Вот. Ну так покажите, что вы их. Вот. Oh, this is another outfit called Crescent. Желтяшка. More tactical one. Это первый. Желтяшка. And some of the вот это вот прям. Лучше бы не показывали, потому что я не захочу покупать такой скин. We don't have the names on the cards. I'm really sorry, but I really love the look and somehow we don't know all of them by heart. Ну, Дашка опять говорит, что ей очень понравился. This is a nice one. Беленький, так называется. У меня, по-моему, у дедушки обои так были обклеены в кухне, такие же. If that's the incorrect name, I will personally say sorry to Pali and his whole team. Ну, окей. Это еще более-менее. So yeah, Season Pass available for 1,000 premium credits. Нет, к сожалению, Артем, не можешь принести. Это как у меня. Прокачанный на ПК, на Xbox заново качать. For the new season for Vanguard is the apparel events. Yep. And as we mentioned it earlier and you saw on the calendar, we're going to have 2 of them. One так, is а что они показали? 2 скина и все? And another one coming back from Вы понимаете, что никто не пойдет покупать? Yes, the one from Concealed Agenda. Was it? Okay. Yeah. This is the new one. And this one features 4 new outfits. And fifth one is going to be a completion reward. Называется Леший. Yeah, let's look at them. О, гляньте, этот прикольный. Yes, so this was the idea with this one. We try to alternate a bit in the different styles and fantasies. So with this one, we wanted to go back to something much more military inspired. So there's a bit more armor plating here. This one is one of the heavy ones, so some shoulder pads, some
ammo belts here and black and tactical, of course. Матовое оружие прикольно смотрится. Yeah, and then we have, don't know if we have videos for them. Yes, we do. Then we played a bit also with, with a bit more camo, with a bit more ghillie suits and things like that to use to try to create looks and styles we haven't had. So, there's always room for more nice hoodies. О, тут просто с тряпкой на голове. Hoodies like this one, for example. Ну это же этот леший. So yeah, it's more military, more tactical, new options that we haven't made before. Кроме вот этой тряпки Once again, на башке. The team is, having more and more fun playing around with what they can do in the game and creating new things. So this is pretty exciting to see all those new looks coming out. I think this one is going to be probably my favorite. Yeah, it looks very, very nice. Леший. The true essence of camouflage. От комаров, да. От комаров грецкий орех размеров. О, это просто and then a bit more генерал. Traditional maybe, camo one and military one for people that are a bit more down to earth, but still nice looking, bit more, yeah. Che Guevara. Like Che Guevara. Maybe a bit more detailed and a bit more slick compared to what those that we've done in the past. It's nice sometimes to revisit things that are closer to what we've done many years ago, but adding all the learnings and all the improvements and all the new expertise that the team has built. But at least now we have such a wide. На самом деле я тоже вот хоть на дивигу и говорю, короче, все. Neon stripes and cat ears. We have something for you, but also Бузю, как говорится. Fan of concealing yourself. Но кроме дивиги практически ни во что не играю. That apparel event is for you. Yeah, I mean, I don't think there's ever going to be one style, but everybody is going to be in love with and saying this is the one and we want only that forever. 6 лет уже в дивигу играю. Тупо, короче, практически одна игра. So it's just we're trying to alternate the different fantasies and the different styles between the more tactical, the more agent fantasy, the more military, the more. Представьте, вот все это время я ищу, чем заменить дивигу, да? Просто аналогов нет. Просто нет аналогов. We're trying different things, and hopefully, eventually everybody finds something that they like. When we were finalizing the results of the previous season for the fun stats, apparently the Jean Ramen, the cap with the cat ears, that was the most popular outfit item from the previous season. Cat ears. Cat ears. And yeah, the last resort, the apparel event is coming back from. Yes. Yeah. Так, ну и last result. It was concealed agenda. It says so in my notes, so probably that is correct. Must be right. It must be right. But then again, I was the one compiling the notes, so who knows? So Pastaria knew what she was writing. But yeah, anyway, it's from year 2 for sure, and this was built on the factions of Warlords of New York, as mentioned earlier. So there's 2 outfits, 2 Riker-inspired outfits, 2 Cleaners-inspired outfits. I think there's like 1 heavy one and 1 lighter one for each of those factions. So some really nice and popular pieces. So if you were not here when that apparel event was running a few years ago, well, now's your chance to catch up. I mean, not now, but this season. When is the heat wave coming? Ну, говорит, короче, выйдет эта штука там в сезоне. Где-то в сезоне. One of those things that me Туда ближе, наверное, к концу. Agree on sometimes, but it was fun. I think it was. Да, и однозначно, Густав, что в эту игру играют только взрослые люди. A summer-inspired, beach-themed apparel event, but I guarantee you, the team today would do something that would probably look a bit better. Flip-flops for the win. One last thing to mention, it's not a part of the apparel event. It's молодой пацан еще. Сыкун. One of the few cosmetic bundles, something new that the team is also working on. But this is what players have been asking for a long time, and basically all the outfits of Keener and his lieutenants gonna be available throughout. Пусть in-game. Посмотрим, да, посмотрим. Интересно будет. I don't know if you were a fan of. Мне тоже уже 43. Вот. Yeah, you will be able to dress yourself up as one of the characters of Warlords of New York. These are uniforms, so they are complete looks.
and they will be made available throughout the season on the store for you to purchase. And the idea is just, well, we're going back to New York. We're going to be trying to find Kelso, going through all those locations that we visited where we fought all those bad guys. So it felt like a right time to actually bring back those looks and, well, make them available. I'm so looking forward to Kinner's outfit. Я думаю, им смысла просто выпускать. But that's pretty much it. Допустим, about the new season. Разговоры о третьей девичке. Смысла нету до выхода новой PlayStation, ну, до нового поколения консолей. To see you in the game tomorrow. But that's not everything that we wanted to talk about this stream. The next big thing that we're moving to is Project Resolve. And since we already had Форсаж 11. Так и Форсаж 11 же вроде отменили. Вин Дизель там на кого-то там потеребонькал, кого-то зажал в темноте, потеребонькал, на него обиделись и в суд подали. И сказали, не будет Форсажа. Так, ну давайте вернемся к этому. About Project Resolve and what that is. Что такое Project Resolve? Что это такое? We still have the video on our Twitch channel with the live stream with me and Yannick, and also the message from Yannick himself and our producer in Bucharest, Radu, where they explain what Project Resolve is and для тех, кто, короче, только подключился. So many months to actually come to this grand conclusion, and I would just love to take a moment and congratulate the whole team on their hard work, because pretty much everyone, people were working tirelessly starting from August and up until this moment, Дашка, ладно, хватит. Премии все равно не будет. Making sure that stability короче, в этот патч входит большое улучшение стабильности, кучу багов убрали. Очень много вещей поменяли. It was needed for the game to take the time to actually do some fixes and work on improvements and all that. But I mean, again, the foundation of this is really работали над улучшением производительности, качества, quality of life, which is качество жизни. Ну, quality, ну, они, короче, имеют в виду, что and it was needed for the game, and hopefully, you know, people will notice the difference when this comes out. And I hope all of you, especially those of you that have been struggling from issues with issues fixed. But I think it was also great for the team, and the team did a good job at, you know, like tackling all of that and accepting the change of schedule or map as well, because we had to change our много выпилили старого кода из первой дивизии. Но этот билд они не выкатывали. То есть от первой дивизии там много осталось того, что было для старого железа. Bugs are frustrating for everybody playing, but bugs are frustrating for us as well. Like nobody likes to ship something that is broken or that is bugged. And very often, you know, people would like to actually go back and take the time to fix those things. Очень часто, говорит, присылали plans don't necessarily always allow for a lot of time to do some bug fixing. So when we told the team, okay, we're going to put everything on hold and you go back through your backlogs and you're going to be able to fix all those bugs, a lot of people were actually ну и, короче, эти баги все время скидывали в баг. The amount of bugs that were fixed, the amount of improvements, ну, короче, в такую бездомную яму, где откуда потом наконец-то начали их чинить. Это она уже не вылетала. Уже, Костя, уже хватит, да, уже все, она уже не вылетала, просто не трогайте ее. Согласен, Слава, да. Мафия 1 классно. Ну, там просто игру переделали, просто новая игра со старым сюжетом Мафия 1. Ну, я согласен, да, охренительно. For making it happen. And we really hope that all of you will be able to find something in Project Resolve that corresponds and resonates with you specifically. And
with the rest of the community, I mean, stability improvements, that's one of the biggest milestones. Ну да, говорит, что But since I самое mentioned главное that we в won't be этом going through всем для everything комьюнити that это we showed last улучшение time, стабильности. mostly because we already had the Project Resolve dedicated live stream that goes into very specific and nitty-gritty details. Plus, we're going to have the full patch notes released tonight after the live stream, I believe. Those 35 pages, something of changes. Pretty extensive. 45 страниц, Pretty extensive. And I'm 100% sure that not everything might be there. There Probably missed stuff. Yeah, might be things that are in the game, but not necessarily highlighted in budget. But the important thing, the biggest, the most important, like improvements, balancing changes, new features, that's in the patch notes. Maybe some smaller stuff that we missed. 10 раз просто перечислили, что в конце концов в этот patch-note входит. There's a rogue dev somewhere that made a change and didn't inform the chain of command. This is what's going to happen with MC. Неправда по стабильности. Штуков надо убирать и гличеров, которые так с пулемета стреляют. No place for traitors, yeah. But there are a few things that I would love to highlight Project Resolve wise, and I think we should start with the combat gear lock, because that is the topic that generated a lot of discussions during the PTSs. Yeah, probably the most amount of discussion. По поводу блокирования. And with gear lock, I mean, we're not going to go through the whole thing again, but it's, билдов. We thought it was an important change needed for the game, and I still believe, partially that this is an important change. But ultimately, I mean, the feedback has been very strong and very convincing that we need to find another way to address the problems we are trying to address, and something that is maybe a bit less impactful in terms of the many years of playing the game and habits that players that you have developed playing the game. Говорит о том, что intention was not to just completely change the way you think about your build and think about engaging with content. Это довольно важная часть такая, которая была основана на опыте игроков, которые много лет играли, которые имели свои там привычки, короче, все это такое. Fairly minor in terms of impact. We realized that actually many more people than we thought like to be able to change their gear on the fly and during combat. So we put it back. You're allowed to we put it back. We removed gear lock, and so this is going to go back to the way it was. Well, to the way it is on the live game, basically. Так я не понял, они ее что, убирают, наоборот? But the caveat is that we still want to bring it to conflict. We still think it's important for the vision that we're trying to implement. Я так понял, что они оставляют гирлок только в этом в конфликте. So it will not be implemented in TU20 because we had to revert it everywhere, but we're going to extract the part that applies it to conflict and implement that one in the game again with TU 20.1. So expect gearlock to come back in conflict only with TU 20.1. Все, понятно. Короче, шмотки менять можно будет везде, кроме конфликта. В конфликте они будут откатывать эту систему. Посмотрим, как они. Да. So I guess by popular vote, removal of combat gear lock wins except for conflict. You win that one. That one time. There were a lot of discussions, not only within the community, also among the team members and. Yeah, I mean it was very polarizing, and even amongst the team, and we had a lot of great discussions on our side as well on this, and we have some ideas on what we can do in the future that hopefully could address the issues we are trying to address without having to drastically change the experience, but that's future talk. Ну, а применение этой штуки возможно в будущем, но это не точно, потому что будут еще обсуждения, но не факт, что они применят ее к остальным частям игры. Так, изменения, которые конфликт затрагивают. Cache is going to be giving more items, and with the possibility of the third one. Also, there was a significant XP как я понял, больше будут давать опыта за конфликт и больше наград.
I think we mentioned it already, but just once again, shade and expertise bonuses were removed from the И conflict. бонусы I know that экспертизы there were also some удалены из feedback regarding конфликта. that, and some people might feel upset about this removal. Многие But говорят, that is another thing that we explained in detail on the Project Resolve stream that we had in December. Многие расстроились по Yeah, этому поводу, но, короче. Just to explain it here just for a Всё minute, равно. it's just with conflict, we привет. want conflict to be the purest PvP experience, where gear still matters, but the optimization of your gear and the time you've spent optimizing that gear is less important, and what is more important is your skill as a player. Говорит, So что your gear matters, but it shouldn't be the deciding factor в between you and конфликте another больше player. будет What we ролять want to be the не deciding factor between you оптимизация and ваших another player is шмоток, how good of a а player именно are you, ваш скилл игры. playing this cover-based shooter game. And going back to a more shooter feel. If you want a more Ощущение именно от шутера, говорит, RPG важно. experience where the thousands of hours you've put into the game are going to make a difference, then that's what the Dark Zone is for. And the Dark Zone is less about fairness and much more about who's the strongest. So Темная зона, в this отличие is от the конфликта, differentiation we wanted to make, and with говорит, that как in mind, we раз still really think that говорит, it's important to кто в доме take папка, shade levels and expertise out of the equation. там, because там другой experience. these are stats that are опыт basically игры. just increased by your playtime and the efforts you've put into the game. They are optimization stats that we think do not belong in conflict. Короче, в конфликте нормализация и урезание ваших we're still open to feedback. Since these changes were only tested during экспертиза. test phases. А в темной зоне это все будет ролять, то есть it's only available to PC оптимизация, players, so экспертиза, все это будет keep работать. your feedback coming. It's still very important, and as you noticed with the example of the combat gear lock, even strongest opinions can be overruled by having enough feedback. На самом деле, And I mean, I don't want to вот make it gearlock, sound like if you scream loud enough, ну, we're going to change. на But мой it's взгляд, он you know, сильно там не ролял. we want to see it in action, and we want to see how people interact with it, and we want to see the conversation online between people and see the pros and cons and what the vast majority of people think. So yeah. We put it out there, and of course, as everything with a live game, nothing is ever set in stone. We can always keep tweaking and keep modifying in future updates. And with conflict, we will keep working on it and improving it anyway. So, В любом случае, над конфликтом работа ведется. Put this and say, okay, our work is done. забрасываем. There's more things we need to look at. But that's also the gist of the Project Resolve. Like, it's not a singular update that happened once and it will never be touched again. Yep. No, it's like a continuation. It's a process. And there are going to be changes and adjustments following this release as well. And of course, we're going to keep you informed and as much as we can. Talking about other changes, Мы будем вас информировать по поводу I think we изменений. covered pretty much Насколько everything так conflict-wise. быстро, как There is только also Dark сможем. Zone that I would love to mention. For the Dark Zone, Для темной there зоны were feedback and discussions regarding the много было rogue фидбэка activation timer, and по it поводу was also активации changed. ренегата и других Now it's going to be изменений. 3 seconds. Сейчас мы сделали 3 секунды. Yeah, so this is the Активацию sweet ренегата. spot we think we've landed on with the PTS. And the idea here again is to I said earlier the Dark Zone is not about fairness, but we still want to make типа sure самый удачный that players have an opportunity to временной react when отрезок. someone is going rogue, and переводить, that is конечно, just for non-invaded Dark Zone, by the way. For invaded Dark Zone, the timer remains at 0.75 as it is. So it's also bringing some differentiation between invaded and non-invaded. So if you're really after the tough, короче, hardcore Dark Zone они experience, нашли, по invaded ихнему is мнению, probably more for баланс you. между скоростью but ренегата we wanted to give a bit и more chance to реакцией react. другого игрока на... And we don't want
Not that we don't want players to go rogue in the dark zone, it's just we want that to be a strategic decision you make. So you need to у вас будет время применить какие-то стратегические решения для победы. Just in the moment, it's something you need to find a space, you activate your rogue timer, and then you come out again. And возможно там найти. Once again, we'll see how that plays out on the game, and we'll adjust if needed. But yeah. We're pretty happy with this one. And another thing to quickly mention that also the first round duration was increased from 20 to 30 seconds. In alignment with the previous change. And yeah. На самом деле в конфликт. Expertise. Так, экспертиза. No changes here. Никаких изменений здесь не будет. Just to summarize everything and quickly mentioned the initial idea behind expertise changes. The costs were lowered to make it more accessible, and ну никаких изменений по сравнению, ну имеется в виду. That's what people wanted for a long time, I guess. То есть также будет less grindy, it's faster to progress through levels, so what's not to like here? Количество вносимых материалов. We just wanted to make expertise a bit more accessible for more players and make it less of a, less of a boring grind, to be honest, to like get all the materials. Ну, короче, до 24 it's a bit more левела прокачать всего лишь 42 экзот-компонента надо. And before we move Это же просто я плачу. one of the new features, I just wanted to remind ну, everyone вообще, that на гир можно было и меньше сделать, на самом деле. Chat. They will be collected by our community managers, for me and Yannick, to гировые вещи можно было бы сделать, например, ну, там, до 30, потому что их до хрена. Оружие все сейчас сделают до 42. А гир можно было сделать поменьше. And that's next thing that it's not really in connection to expertise, but also in connection, kinda, as a new feature that we talked about a lot. It is called tinkering. Ну, завтра, по крайней мере, ты сможешь его увидеть до того, как будешь убит, да? Technical issues, but we want to show you how it works and explain why these changes was needed and what can be done with tinkering. And I know that we have a gameplay video for you to see. And the most fun stuff about tinkering, first of all, it's the recalibration station formula that has been reworked and received a new flow and new UI. And the most amazing thing that it can be done on the go. It doesn't matter where you are on the map, what sort of activities you're engaged in, you do not need to go back to the base of operations. It's available to you almost everywhere. Yeah, I think the idea was really that like we want to try to reduce the amount of times you have to go back to the base of operation and really have these there's almost two division games, you know, there's the game where you're in the action and you're playing the shooter game, and then there's the inventory management game that is just equally as long, if not longer, where you're in the base of operations, going through your loot and like looking at, okay, what can I optimize, what can I recalibrate, what do I keep, what do I not keep. And I mean, not all of that is solved. But one big aspect of that was the recalibration and the optimization. And we felt that this is something that maybe belongs a bit more in the action part. And the idea is just, it's, you know, if you're dropping a piece of loot during a mission or while playing anything, that is almost an upgrade. All you would need is to optimize it or to recalibrate it, and it would be an upgrade. Why not be able to do that directly and then go back into the action with your upgraded loot? Why have you, wait until the next time you're going to back to the base of operation? So with tinkering, we not only improved the flow, but also made it, available directly through the inventory, and you can do it on the go, you can do it wherever you want, you can still go to the station, as in this video, you can still go to the station to do it, but you have the exact same functionality directly from your inventory. And the great thing is that you can not only open the tinkering station from your inventory, but you can also, and we don't see that in the video, but you can actually also directly from any item in your inventory
you can recalibrate it and optimize it without having to go through the tinkering screen, which is probably the best improvement we have here. And I don't know if a lot of people noticed that, but you can, while you're changing your equipment, you're in your backpacks, you want to change your backpack, you can directly recalibrate or optimize this backpack from that screen. You don't even have to go through the tinkering screen to do that. So it's going to be a huge gain of time for a lot of players. Yeah, and the only difference in the functionality is going to be that when nothing is highlighted, the new button just going to open the menu itself. But when you have a specific item selected, it's going to open tinkering features. Что у него стоит синее там? Защита от элиты, может. So yeah, it's reusing the existing mechanics, but just making it much more accessible and much more friendly to use. So I'm just excited to go in my inventory and look at it and start optimizing more things and recalibrating more things. This also includes the expertise, by the way, even though we didn't mention that, but that also allows you to donate items and to increase expertise on items from the inventory as well, or from the tinkering screen in the inventory as well. So you don't have to go back to the boo either for that. Yeah, because it also has Ребята, ставьте лайки, library and подписывайтесь на канал. Menus available on the go. Yep. Это они говорят, это не. There were also few changes for the global events. Также we extensively некоторые изменения для глобальных last ивентов. time. Also not something that was available on the PTS, just because it's not technically possible to switch on, Говорит, на ПТС нельзя было запустить, это технически просто невозможно, но мы приходили небольшое видео с нарезкой геймплейных моментов, где это более заметно. It's not always easy to convey fun through a gameplay video on global events. So apologies if some of them do not do a great job at showing the changes. But basically, so here we have Guardian. So one of the big changes we've made with Guardian is that now you actually can damage NPCs that are guarded. You're just going to do much less damage. But if you have this rusher that is coming your way and that rusher is protected by a Guardian, you will be able to take it down, which was one of the biggest, frustration with Guardian until now, was that you теперь те, кто под защитой, тем можно наносить урон. Раньше нельзя было. You can take care of the most important threat first and then go after the Guardian. It's just going to take you a bit more time. And then after that, I think we've increased the bonus. We've made a few changes here and there to try to make it more fun and more rewarding. And that's been the general gist with those global events, and what we've been trying to achieve is just make it more fun when you actually play it right, and less punishing when you don't play it right. Because obviously our benchmark was Golden Bullet, which we know is by far the most popular global event. But it is popular because it is very straightforward. It's like, shoot the right NPC and then you get a buff, and then you're just going to be godlike for the duration of the buff. And we wanted the other global events to be a bit more on par with that philosophy of like, just do the thing and then have fun. If you do it wrong, it's fine. Try again and have fun. No reason to punish you. Короче, нет никаких будет системы наказаний за то, что ты не активировал. Yeah, Hollywood is just bigger explosions because that's what it's about. And also the big change we've made is because it is a global event that is about explosions and about your signature weapon. That's actually the global event where you should be able to play your signature weapon the most. We've made it now so when you're killing NPCs, you can drop signature ammo directly on your location, so you don't have to go there. It's much more generous in signature weapon ammo as well. So it's really the one where when you play it right, you should be able to keep your signature weapon up for a much longer duration. So it's really the rampage global event where you're just dealing explosions and using grenade launchers or flamethrowers or whatever from all directions. And yeah, just blow stuff up. Охотников отхил спилили на 50%. Then after that, I don't know which one we have. Next one is what going to be. Но это для кого? Let's find out. Polarity switch.
Yeah, so polarity switch is there's two things we wanted to do, and this one was one of the examples of a global event that can be punishing when you do it wrong, because here it was, you have to respect the polarity of the NPCs, but if you shoot the wrong NPC, you lose your buff, and that can be punishing really fast, or not punishing, but at least frustrating, because your polarity changes when you reload, and so you're not always in control of what polarity you have, and you think you have the right one and you have the wrong. So now we've made two drastic changes with it. The first one is that you only lose stacks when you kill an NPC of the wrong polarity, not when you shoot it. So it's much more forgiving. Hopefully we'll notice before the NPC is dead. And the second one is that when you're killing NPCs of the right polarity, we are refilling, I can't remember if it's all or part of your magazine. But the idea is that, especially taking the reload out of the equation, which was one of the main issues that kind of took you out of the flow when you were playing a polarity switch. Was like, I'm in a good flow, I'm in yellow, and I'm killing yellow NPCs. But now I need to reload. Now I'm blue, but I was preparing for this, and so now it's hopefully the flow is just going to be a bit more natural and a bit more fun. And also the stacks were lowered from 5 to 4, and the bonus per stack was increased to 25% from. Там сколько So actually stacks are more powerful, and it's going to be easier to reach max stacks. Сколько охотник откатывает a bit more snappy. ХП? По-моему, 100% за убийство, да? It's like a chocolate box. Shade exposed. Вот, собирай. Shade exposed, yeah. So with shade exposed, it's just tweaking and fidgeting with the buff to try to make it more efficient, to try to keep the uptime run a bit longer. To try to really focus on the fun of the gameplay, the cover-to-cover mechanic, applying the pulse to everyone. And мне вот интересно, порезали ли они показатели брони и ХП по сравнению с предыдущим ПТС? Вот они еще не сказали. No drastic changes, but just more efficient and a bit more fun. Yeah, the pulse radius was increased, and now you only take 65% damage compared to 150% that was before if you hit the pulsed enemies. Yep. And the last one, finally, reanimated. Reanimated is just... Они по поводу баланса... what did we do with this one? I think we increased the explosion, по персонажам, the smoke when you headshot enemies, and I think when we've increased the bonuses you get from that. Опять же, да, они сделали так, что so same, just здесь больше... I almost want to say more dumb, but in a good way. Больше урона по персонажам, которые подвержены этому событию. Не персонажам, а мобам, которые под события попадают. Ну да, хорошо, что глобалку переделали, потому что некоторые из них были просто неиграбельные, просто раздражающие. Это я согласен. Yeah, and we can always tweak them even more, but it's hopefully they are going особенно to make, стражи. Это вообще зашквар был, особенно в открытом мире. Here comes the shot. Here comes the это headshot. Прикольно, Nice. Кстати. Мне нравилось это событие. Yeah, it's just going to be to just seeing other global events come feel a bit more exciting. Ну, and the next thing we know, people are going to be asking for. Надеюсь, они надеются, что глобалки будут people are going to be asking for a buff of Golden Bullet at this rate. You said it yourself. Что пропустил? 30 минут отсюда. Ну, ты 30 минут где-то пропустил. Two more positive news. Так, теперь больше позитивных новостей. Я обещал вернуться к режиму спуск. Other things that we need to cover besides the new exotic gun Vindicator that's going to be available exclusively in Descent. But once again, экзотики, которая будет доступна только в спуске и нигде больше. But yeah, a few other things that we need to highlight, and I lost the card, but we'll just. Она, короче, запуталась в своих карточках. Yeah. Take my card. You lead. First of all, talent pool rotation. That is also another thing that we received a lot of helpful feedback on during the PTS phases, and was decided to shorten the rotation from originally it was supposed to be a week. Now it's going to be only 3 days. So every 3 days you're going to have an updated talents pool, and
Таланты теперь будут обновляться каждые 3 дня. И 6 талантов, 6 экзотических талантов, которые будут в этот пул входить. Я, короче, в спуск не ходил ни разу, там, не один раз спустился, меня там убили быстро и вышел. Поэтому тем, кто играет в спуск, им, может быть, будет более понятно, о чем там речь идет. Про награды на глобалку ничего сказали, но они, наверное, такие останутся. The existing curation of talents in the pools we have is not necessarily the most popular for everyone, so we'll see. And that's something that can live over time, and that's going to organically grow and сделали change так, что штрафы, so if some talents we find out don't really work in this pool, they can go in the вы получаете при неправильных выполнениях so all of that can be improved. Now we have a full UI support that really displays everything, and so you really understand what's going on. Условий будет уменьшен и увеличен урон по мобам, которые попадают под глобалку. A bit easier to get into and to get what you want and to reach a level of power that makes the experience satisfying and makes you ready to go face the nemesis, which you would face faster. А ты когда выходишь со спуска, что у тебя остаются эти таланты, да? So yeah, it should just make descent a bit more streamlined in a way. Yeah, talking about nemesis, the minimal requirement for the loop is loop 4 now, and the maximum is 9. So you can reach Nemesis faster, but then again, as it is with Descent, reaching Nemesis faster is a really good thing or not? It's your choice. It's depends also on the options that you're gonna have. Another thing that we need to mention is now we're gonna have 4 new outfits also available through Descent with 4 different color variations. I also know that a lot of people like them during the TTS. I mean, outfits, it's always great. 9 циклов немезиды, там, короче, ну, может, вам что-то это скажет. In the NCA text store. Ну, мне тоже спуск, да, не нравится. That is not what some of the players were asking about following the PTS, but this is another thing that you can find information in the dev commentary and regarding the potential prices. I don't know. Do we want to comment on it? I'm not sure what you're talking about. So. Okay, let's just skip it then. Короче, она что-то прочитала и говорит, я не знаю, как это комментировать по поводу там каких-то наград и комментариев комьюнити. From 1 to 5 loops, and you will be able to receive more loot caches and rewards for completing the same number of loops as before. Yeah. Да. So again, it's just going to be, it's going to be a bit faster. It's going to be rewarding. There's more things in the in the store then that is. Короче, по поводу наград из этого из спуска. You know, might be debated, and but yeah, we have more options now, and once again, we'll look at the economy of it and we'll make adjustments if needed. Yeah, I'm just going to remind about the changes that were made previously, that you also can find on the Trello board regarding the percentage chance of dropping specific caches, and also Nemesis cache that is now much easier to obtain than it was before because it's 50% chance. Ну, короче, дроп улучшит. There is the Vindicator again. В спуске улучшат дроп и повысят шансы выпадения. Качественного экипа. It's predictable. That's the most important thing because you can get it on the shop as well. So it's the good thing with this is it doesn't have to be a very low drop rate and you have to grind the mode and again and again and again for 8 chance to get it. There is a predictable path to it. So you just you get the currency and you can save up to eventually purchasing it. So if you really want it, you can be confident you will be able to buy it eventually. And I think that's pretty much В итоге, я так понял, еще добавят возможность покупки этих but we still have a few more quality of life updates that I would love to highlight. Валюту, короче, добавят, да, и возможность покупки лута. Возможно, не прав, поэтому не верьте мне. Я так пропустил, полухо слушал. So, do you want Yeah, so the idea with skill mods, and that's
That's one step in that direction also of trying to make inventory management a bit less cumbersome. But with skill mods, what we've decided to do is that you can only have one copy of each bonus. And so now when you drop a new mod that has a better roll on that same bonus, it's just going to upgrade the one you have in your inventory and auto-deconstruct and everything. So basically what that means is that you no longer need to hold on to 3 copies of the same bonus and then go back in your inventory and be like, wait, which one is the best? But which one do I have equipped and what's going on here? The game is going to do all of that for you. So you just need to go hunt for better versions, but then once you find them, it's all going to be Короче, если вы будете находить, чем лучше вставочки вы будете находить, игра сама будет подставлять лучшие вставки взамен тех, которые у вас стоят. То есть у вас, допустим, защита от импульса 8%, вы нашли на 10, в инвентарь она попала и автоматически подставилась десятки. Как бы я так понял. Basically now you will be able to see the item count of the stash displayed when approaching it, so you do not really need to assess it and open it to know. Теперь вам не надо It's a small touch, but it helps. So you just, as you walk to it, you get a direct indication of how full it is and what's in there. So these are the small things that when you add all of them on top of each other, it just makes the experience a bit like removes some of the friction of the experience. So isolated, maybe not a huge change, but it's a nice touch. No, when you're passing by, for example, and just catch a glimpse of it. Also a good thing to have. Yep. One last feature that I wanted to highlight, and I Теперь saved it рюкзак for the very end. И ящик использует общий пул вещей, я так понял. Итак, добавлен новый торговец. Also 20.1, and this is a textile vendor. His name is Это вендор. Yeah, and so за текстиль можно покупать. Finally a vendor that's going to sell you stuff for textiles. So it's for those players, those of you, who you are, who are sitting on a lot of textiles and have Итак, nothing теперь, to spend ребята, on. можем текстиль сливать. We want to make textiles a bit more interesting. So now you will have this vendor that you will need to locate in a similar way to the way you need to locate Cassie Mendoza. У меня там ящиков этих He's called Danny Weaver, and as you can see, you can buy caches for Даже textiles. не знаю, сколько тысяч, Those caches are on этих the limited ящиков. stock, so you cannot buy an infinite amount of them. You will be only able to buy a certain amount per rotation. So don't go out there expecting you're going to be able to spend hundreds of thousands on unlimited exotic caches. There is some limitations here, but at least over time, еще говорит, что нельзя будет накупить кучу экзотики, короче, допустим, да, у него за раз. У него будет лимит покупок, но сам торговец будет обновляться. То есть каждое обновление можно будет выкупать лимит. Ну, хоть так, хоть так. I just love that his surname is Я так понял, каждую неделю обновление у него. Sometimes we're just incredibly creative. Was it Lauren? Текстильные миллионеры настало сейчас. Да, точно. Hello, Lauren. Hello, Lauren, говорит. That's almost it. A few other things that I want to mention before we move to answering your questions. Just a few quick things. With the Project Resolve, we also added a few new commendations for the Paradise Lost incursion. All the details you will be able to find in the patch notes. Ну, это небольшие ответы на вопросы, которые там кто-то там позадавал им, якобы. Just one comment on this is just that. Не, навыки менять не думают. Commendations on the incursion and what's the big deal? And the big deal is that we can do commendations again. We relearned how to do that. And I know that some of the new commendation hunters have been asking for that for a while, and we've released a bunch of content with the game without commendations. So we're going to try to,
retroactively start adding commendations to content we've released. But you can, hopefully you can expect that moving forward with new TUs, new commendations are going to be added, and this is going to be a thing again. Yay, new patches. Fun. Another thing about the projects, also that is something that we talked about a lot during the previous live stream, but there was one change made since then, and in the reward pool, you're going to have 1 exotic component for daily projects and 3 exotic component for weekly projects. All of the stuff remains unchanged. The full details in the patch notes again. По поводу наград за выполнение since there were a lot of balancing changes made, and it's not something that we covered specifically in this live stream, but status effects, talents, weapons, gear sets, some of them underwent a lot of changes, and in response to this, we decided to wipe out the leaderboards. There are a lot of them. Not all of them, but a lot of them. A lot of them, yes, and some that I need to mention: the Kingly College, Strongholds, Raids, Standard and Invaded Solving Group. We do not have the full list yet. It's just for the general information, but yeah, it's just some of them are here since the launch of the game and have never really been purged. So we felt that with Project Resolve it was time to actually do a wipe on them and start fresh to really try to highlight the performances of our current players. Короче, они хотят сделать какой-то we've had from the past with some of the abuse and exploits and even not necessarily pollution, but even old achievements that have been made by people who no longer play the game. So we thought it made sense to wipe a lot of the leaderboards in the game. And again, we'll get the full list and give that to you so you can see which ones are and which ones are not. We're trying to be respectful of some of the best achievements like raid leaderboards and this kind of stuff. Короче, будет вайп достижений, которым like specific activities will be wiped. различных активностей. И если кто-то гонится за ними, можете заново позанимать места. Это так вкратце то, что они вот это нарассказывали. Yeah, thank you so much for the clarification. And now it's time to move on to some of the questions that we received in the chat. If you still want to ask a question, there is a chance. Community managers are updating the Q&A list for us to look at, but we'll start with what we have right now. I'm just gonna do that very carefully. Probably not. Блин, ну Warframe, конечно, побольше. The first question is about leaderboards. Is there any chance we can get new leaderboards? Ну там Twitch-дропы, поэтому людей набегает целая куча. I mean, new leaderboards, yes, we could potentially add them. The thing is, they were pretty much left as an afterthought because we are not maintaining them and purging them. So now that we are starting to, I mean, we are doing a wipe now, and we will see how that's received and how that helps with the game, and and how all of you will engage with that. But moving forward, that's our intention, to make the leaderboard game a bit more fresh and a bit more interesting. So, adding new ones is not off the table either. Will the recruiter outfit return? I think that's something that Блин, я, короче, we confirmed online, but I'm going to repeat it for everyone to hear. Not anytime soon, but this is not off the table. So there is a possibility. One day maybe. Потому when the vindicator will be available in other sources as well. No, but yes, I mean it might, but it's we're gonna give it some time before it comes back. That looks so good. Are you able to obtain the new rifle in the open world after you bought it from the Descent vendor? That's a good question, but I do not think so. I think it's you can only get it through Descent, even if you want multiple copies of it. If I'm wrong, I will correct that publicly after talking to можно ли будет I'm pretty купить sure it is only Descent. где-то винтовку, которая выпадет
предназначена только для десента. Он говорит, если вы ее выпилите, то она попадает в ваш общий пул, и тогда можно будет достать ее. Yeah, I mean, the keys will give you textiles now, at least. But the legacy cache, Ну, по поводу текстиля, говорит. Ну, мы, в принципе, что там по текстилю все видели, что там все понятно. But, so yeah, I need to get my thoughts together and then I will tell you. Will we be able to select any grenade type? Well, they're still tied for now. That's something that maybe we want to do in the future, but now they're still tied to your specializations. По поводу того, что выбрать гранаты любого типа. Sorry, I'm going for all of them, but you stop me. Plans to add the difficulty. Короче, про гранаты он говорит попозже, возможно. Not at the moment. We're not going to put legendary on the open world because legendary is. Говорит, будет ли можно ли будет переключить легендарную сложность в открытом мире? Он говорит, пока нет, потому что it is handcrafted. It is not just a setting that we change on a mission. Потому что сложность легендарка, она не просто переключается сложность, а там мобы свои. Ну, короче, нет, нельзя будет включить, и в данный момент это не обсуждается внутри команды. Yes, yeah. This was part of the Project Resolve, and this was part of the PTS, and yes, it's going to make it to TU20. So you will be able to reroll the third attribute of the exotics, and yes, the open world boxes in the world will be updating with the world difficulty setting. One thing that I just want to mention to go back on the previous question about adding new difficulty. I know that there's a conversation about, about the power creep and about players becoming more powerful and therefore the lack of challenging content. And I just want you to know that this is something we're conscious of, and we have some ideas. But yeah, more on that in the future. Any more legendary missions coming? Будет ли not еще at the moment, миссии? because we are only doing strongholds in legendary, and we've done all of them now. So adding legendary to main missions is not something we have planned just yet. But once again, I think that goes in the bucket of what are we going to do to offer more challenging content to the players that have, full optimized gear, and this is something that's on our mind already. Короче, нет, не будет. В ближайшее время не будет. Они там сконцентрированы на создании другого контента. Does this mean we won't be able to share mods with teammates now, since mods get auto-used when they drop? Yeah, probably. Now that you mention it, probably. Maybe the team has thought of that. I'm not sure. But yes, that might be a compromise and a side effect that comes with this change, is that you may not be able to share them with your teammates now. По поводу сюжетки вообще отдельная тема. Да он сидит, они же там все запуганные. Well, Descent has name blueprints, but in general, I mean, we have added a bunch of them to the loot pools already. It could be that we are still missing some, but the intention is that they should become available through the blueprint loot pools. So if we missed some, just let us know, and we will be looking at it. But the intention is that blueprints become available. Old season blueprints become available in the blueprint loot pools. How many seed credits will the reconstructed caches cost in Descent? I honestly do not remember. I do not have the number in mind. We will need to get back to you on that one. Let's see if we have other questions. I honestly do not see anything. Ну, покажите, какие, собственно, изменения на ПТС. С ПТС вы перенесли на основу. Мне вот это интересно. Покажите строку прогресса в сезон-басе. Ну, блин, ребята, ну что вы... But again, I mean, as usual, if there are more questions, you know where to find us, and everything will be clearer tomorrow when the update comes out. Well, fingers crossed it's a smooth launch. But yeah, if there are more questions, завтра уже этот
обнова. Yeah, so I guess we're done. The monitor turned off. Yeah, our feedback monitor turned off, so we have no idea what's going on screen. So hopefully you can still see us. Монитор у них отключился, все говорит. Все закончилось. Thank you for sticking with us and listening to the live stream. Thank you so much. Ну все. Thank you, George, for coming and turning on the screen, trying to be discreet and not be on camera. Here we are. It works. And yeah, once again, thank you so much for tuning in. It was a pleasure once again to talk through all the changes and highlight them. The team made a tremendous job making sure that all these changes come to life. So huge kudos to everyone in Bucharest and all other locations that worked and still working on the Division 2. And yeah, hopefully we did it some justice by mumbling. But yeah, it's hard because we already talked about all of that, so it's like cool because it's coming and I'm excited. But actually, you know, season 3 and tier 20 and Vanguard, whatever we call this thing, and Project Resolve, all that is coming out tomorrow. So that's it's great that it's finally out there, and I can't wait to play the game myself and see how everybody also is going to react to that. But it's also hard to do another stream and talk about it because we've had that already. So I hope that we still had the energy. It didn't sound too much like a repeat. But yeah, I'm really excited for tomorrow. Yeah, likewise. Ждут не дождутся, yeah, thank you so much again. We're gonna watch the new trailer for the season 3 Vanguard, and yes, see you in Washington DC. Thank you. Thank you. Ну, давайте посмотрим еще трейлерочек. Сейчас. Если кто-то не видел. I don't believe she could be a hunter. Trust has to be earned. When we put it in the wrong people. Just look at what's happened to this country. Agents were trained to blend in, to hide in plain sight. How can we know their true mission? We can't survive without trust. Ну да, завтра обнова, но когда играть, непонятно. But Фантом. I've been wrong before. У меня тоже Division головного мозга, поэтому, ребята, я с вами. Прыгаю в омут с головой. Тысячи исправленных фиксов. Продвинутая игровая стабильность. Улучшенная PvP. Блин, я опять не успел прочитать. Короче, вот так вот. Вот. Надеюсь, всем понравилось. Ставьте лайкосы, ребят. Подписывайтесь на канал. Давайте вот это вырублю. Так, ну что. Писянаж мой. Сейчас я его уберу отсюда всякое барахло. И, в принципе, наверное, немножко по темке пробежимся. Ну, сильно, конечно, стрим сегодня затягивать не буду. Но, как бы, пробежаться надо. Как-то, не понял, запустил игру, а пробежаться. Поэтому, да. Так, Узина, урон выстрела в голову. Возможно, что-то... Блин, что так Белстоуна до хрена, я не понял. Давай, Белстоун скинул. Прям на Белстоуне клин светом сошелся, да? И еще, знаете, что, повытягиваю с персов. Всякая барахлина. Так, 530. Ну, нормально там, бля. Готов к калибрации. Полевые разведданные. И пластик для 3D принтера тоже, потому что оптимизировать много придется. Так. Титан. Керамика, да, керамика нужна, да, базару 0. Титан нужен. Ладно, завтра разберемся. Завтра будет обнова. Выход в главное меню. На основу переключаюсь. Полетим.
Ну, короче, интересно. То есть, как по мне, то любое движение в игре это всегда хорошо. Вот, поэтому, когда оно становится, как бы, в стоячей воде, вода быстро протухает. Может, вместе? Дай, ну, не знаю, сейчас посмотрим. Я-то, ты же знаешь, что я в пати не умею играть. Я не умею, потому что нубас. Вот. А что сегодня падает вообще? Броники. Смотрите, волкер, тут броники. Какой замечательный дроп. А здесь у нас что? А здесь он... Ох ты, Хабсбург падает. Прям надо идти и фармить Хабсбург. Так. А что-то я хотел... А, да. Мой билд, который я сейчас вынашиваю активно. Хочу его выдать на гора. Но тут мне не хватает, чтобы его зафулить. Анри сделать более играбельным. Короче, не хватает урона. Ой, это ЗФР. Поэтому дело это такое. Есть еще такое, Анри, но это... Так, сбросить надо в инвентарь. Немножко это... Прям места нет. А чтобы туда втулить? Чтобы тебя втулить-то туда, а? Заветный 1 и заветный 2, да? Урон в голову и урон крита. Блин, что за хрень-то? Там и там в билдах используется. Так, вот Хабсбург. Это я типа на PvP готовлю, да? Если лучше ничего не выпадет, придется оптимизировать. До хренища там придется вложиться. Прям очень до хрена. Давай спуск. Не, пока я не готов. Он прям сильно не для меня. Так, коррупция. Потом, возможно, придется идти там выбивать эти новые экзотики, там все дела. Но пока что я что-то не очень хочу в спуск идти. Так, чё слить, блин, вообще нечего. Все забито какими-то, блин, билдами. Какими-то, ну вот холодок, да, вот урон выстрел в голову. Чё ты не сольешь его? Потому что должен будет, потому что, блин, скоро там придется гаситься. Тогда ищу тебя в темке. Ищу меня в темке. Так, ЗФР и урон голову, да? Ну, так, окей. И что, Дарья Ильина русская? Это вот эта, которая была... Вела, да? Какая она русская? У нее эти... Голубика наклеена на компьютере. Может, фамилия русская, но в душе не русская. Так, вот еще, где там кухтивейром. Хорошая кобура, кстати. Здесь можно переролить ее на броню и попробовать погонять в ПВП со щитом. А это что? Что ты затерялся, Ялгир? С шансом крита. Даже не помню, когда я его там юзал. Какой? А, понял. Электрик. Гляньте, красный электрик выпал. Вообще электрик довольно легко выбить нормальный, который для PvP подойдет. Просто, например, если брать Хабсбург, это, черт возьми, это невероятно сложная штука, потому что там падают одни именные бронежилеты и броники и рюкзаки именные. Капец. Просто отрыгивают нормальные показатели. Так, РХ, кстати,
РХ выпал, РХ, где там? Он, наверное, еще не сюда в пул не попал, потому что мест нет. Ну, окей, чё. Просто РХ я хотел попробовать, если выбиться нормальный РХ, то поиграть через получаемый отхил. Там вроде он входящий отхил бустит, вот посмотреть, как через него нормально поиграть. А там вроде выпал с Матадором какие-то статы, сейчас надо будет глянуть. Шанс крита, урон от выстрела в голову, да? Электрик. Отметь как избранное, давай. Может где пригодится. В принципе. Так. Здоровье, эргономичность. В топку, короче. Урон в голову, восстановление брони. ШК. Сопротивление взрывом, восстановление брони. Вообще топчик выбил, называется. Все фигня, Миша. Давай заново. Так. Сейчас, секундочку, буду немножко подвисать сейчас. Так. Потому что тут чатик еще по работе открыт. Так, значит, что? Билд. Возьму я такой вот, да, пойду в ТЗшку сейчас, чтобы немножко поогрызаться там. Ну, не знаю, как там. Пойдет, не пойдет. Это дело такое. Пойдем, конечно, на рюкзаки. Ой, на броники. Потому что... А зачем, собственно, на другой идти? Повывозим. У меня сколько частей для ресурсов от бронежилета? Так, 708, а рюкзаков 126. Одно время у меня очень сильно просели. Вот здесь компания. Ну, в принципе, как бы все равно мало. Если сейчас оптимизацией заниматься, новые бренды, там все это делаем, то как бы маловато будет. Ну, что это на рюкзаке? Совсем мало. 126. Так, сейчас. Сюда или сюда? Давай сюда. Доступен груз темной зоны. Доступен груз темной зоны. Сейчас. Доступ осуществлен. Так что Ингрид Дачман. Некий Ингрид Дачман всех дачает. Так. Тут разобрать, тут тоже разобрать. Это тоже. Блин, ну Дивига, конечно, это уникальная на самом деле игра. Не знаю, кому как, но сколько я вот в нее играю, блин, как подходит, говорит, тебе не надоело еще? Блин, нет. Это реально не надоело. Дальность связи ограничена. Груз захвачен агентом спецотряда. Завтра еще Толсторог можно будет переролить. Это же вообще будет кайф. Все открыто. Все зачистили. Пошли вывозиться.
Ориентир зачищен. Спровоцирую. Мы на подходе. Вызвана эвакуация. Так, откуда-то отсюда идут. Ох, сейчас. Блин, я не разыграна, короче, капец раз. Сейчас. Мобы такие. Ой, все, короче. Иди закрыть меня попросту. Сколько? 17. 17 на стаку. Эту я оставлю на всякий случай. Серег! Говорит, Серег! Я не Серег. Вертолет сейчас прибудет на место. Че, нету никого? Ждем какой-то ночью. Еще никто не прибежал мне звездюлей тыкать. От винта! Мементо не настаканный. На месте. Еще где-то рядом. Вот сюда подойди. Ну, чуть. Тёх, не спецублюдок. Начинаю эвакуацию. Секунд до отправления. Так. Нету никого. До отлета 15 секунд. Запущен протокол Ренегат. Да вообще нету никого. Ну ладно, что, пошел я тогда. Там он еще есть. Где-то ориентир. Статус Ренегата снят. Ну, в идеале, конечно, если бы мне... Вертолет возвращается. Хрена себе, 1,5 миллиона опыта. Это что за такой... Сделал какой-то проект. Где он был? Ну, как хочешь, короче. И еще 700 тысяч опыта. За что мне так? За то, что хороший мальчик. Обнаружено зараженное снаряжение. Так, давайте босса где? Приближается противник. Чё, новый уровень конфликта? Мармидон. Некий. Мирмидон. Чего он лупит? С калаша? Приближается противник. Калаш это хорошая пушка, да. Так, ну сейчас будет махач. Я дочищу. Ой-ой-ой. Так, заругались. Обнаружен агент
Блин, я не вижу, куда стрелять. Ах ты ж. Состояние критическое. Агент при смерти. Застрял. Чё сразу плечо не поменять? Взял, ходишься. И разыгранный. Помехи в эфире. Дальность связи ограничена. Агент Ренегат рядом. Вы на ориентире. Тем интереснее. Их, по-моему, этот наводчика по мне носил, да? Агент рядом с вами стал ренегатом. А чё мина по нему не гасила? Агент спецотряда забрал груз с темной зоны. Я вот не понимаю. Поблизости обезврежен агент Ренегат. Блин. Одного убил, второй... А их там трое, да? Агент без сознания. Ну ладно, чё ж там. Агент Ренегат устранен. Агент погиб. Багент Гадиб. Груз захвачен агентом спецотряда. Тут можно Падение сделать вот уровня так. сигнала. Дальность связи Учитывая, ограничена. что... А, этот чувак, который... Груз темной зоны пропал. Рок, да? Побежал. Вход в безопасную зону. Обнаружен агент Ренегат. Ну, тут, конечно, нет достаточного немезидного, Вы на ориентире. не оптимизирован. Ладно. Эвакуация вызвана. Где эти ребята? Все, блин, их убили. Ну так всегда, захочешь помотылять. Вот и зачищен, а ориентир... Ой, пошел, Ориентир блин. был зачищен. Кстати, знакомый. Мгм. Вот они рогнут со спины. Сейчас сольют. Ну вы или рогаетесь, или чего-то. Агент поблизости стал ренегатом. Агент Ренегат рядом. Срочно требуется медицинская помощь. Так, сейчас полежу секундочку. Агент при смерти. Агент убит. Вертолет скоро прибудет на точку. Выберите контрольную точку. Сюда. Замечена безопасная зона. Херман. Сейчас, ребят, секунду. Блин, это в понедельник, конечно, мне стрим не очень удобно делать. Потому что всякие там дела не порешаны. Не решены. Такие рабочие. Ну уж куда, девстрим это как бы святое дело. Всегда хочется посмотреть, что там разрабы наделали. Это, конечно, святое дело. Так, блин, не получается. Читал я про... И сказал, я думаю. А, ты все еще нет, ты все еще не отпустишь, да, это дело? Так. Помехи в эфире. Дальность связи ограничена. Блин, да что зависло. Вертолет летит
летит на базу. Обычно вот после такой хрени у меня как бы не очень он хорошо работает. Какие-то проблемы становятся. Вот когда вот так подвисает, что-то с сетью. Стрим подбивает. О, ну я правильно иду. Да. Систем подбивает Германа. Обнаружен агент Ренегат. Че надо было стику, наверное, взять. Гасить их стикой. Там же щитовик есть. 17, 11. Ну да, вроде. Где они? А уже облава. Облава, они... А, все, понял. Зависли вот на этой убежке. Агент Ренегат рядом. Не люблю на убежке, конечно, с ними гаситься. Там Вызвана эвакуация. дело такое. Как мне... Вот сюда, да. Блядь, закрыли что-то. Что случилось? Идет один. Выявлено серьезное ранение. Агент без сознания. Уже скачок. Так, сдаться. Агент погиб. Эвакуация вызвана. Обнаружен агент Ренегат. Вы вышли из убежища. Вызвана эвакуация. Ну, слушайте. Агент Ренегат рядом. Вертолет сейчас прибудет на место. Да, блин. Не, придется другой билд брать. Состояние критическое. Пока на одного отвлекаешься, на другой. Агент при смерти. Здесь. Эвакуация вызвана. И настакать я ж не успеваю. Так. Обнаружен агент Ренегат. Давай вот этот. Вы... Вертолет на месте. Вы вышли из убежища. Агент Ренегат рядом. Вот за что я убежку не люблю. Обнаружен агент Ренегат. Ну, подмагните кто-нибудь, ну что. Так, один упал. Агент Ренегат рядом. А это был упал Выявлено серьезное ранение. человечек. 6 якорей и Обнаружен агент корабль Ренегат. стрелков. Вы в безопасной зоне. Да дайте отойти, блин, демоны. Вы вышли из убежища. Агент Ренегат рядом. Обнаружен агент Ренегат. Вы вышли из Ну, убежища. как бы, да. Агент что Ренегат делать? рядом. Вертолет возвращается. Обнаружен агент Ренегат. Ну давай, иди уже сюда. Вертолет летит на базу. Раз дверь там. Блин. Выявлено серьезное ранение. Вот этот на наводчике, да? Агент при смерти. Угу. Боевик с наводчиком. Агент убит. Жестко, однако. Угу. Вертолет возвращается. Агент Ренегат рядом. Где мне выйти? Вход в безопасную зону. Дверь жмут, поэтому где-нибудь в другое место придется идти. Вы
вышли из убежища. Обнаружен агент-ренегат. Так, поехали. Так, один минус. Блин, не Срочно успел. требуется медицинская помощь. Агент выбыл из строя. Подымут же. Агент убит. А того подняли? Да подняли, наверное. Агент ренегат рядом. Некому их убивать. Замечена безопасная зона. Вы вышли из убежища. Обнаружен агент-ренегат. Поблизости убит агент-ренегат. Поблизости обезврежен агент-ренегат. Здесь зараженное снаряжение. Ну вот, вышло 3 человека. Чуваки легли вообще на изи. Просто двоих... А, не, ну ладно, 4 человека вышло. Может, этот тоже. Ну ладно, 5. Так и чё? Будет еще махач? Пам-пам-пам-пам. Ну давайте. Трансфер, go. У них трансфер. Alles, gut. Агент рядом с вами стал ренегатом. Агент-ренегат рядом. Агент-ренегат устранен. Хилиться не буду. Поблизости убит агент-ренегат. Поблизости обезврежен агент-ренегат. Ну, такое мне, конечно, такое не нравится. Толпой залетели, толпой надавали. Пойду тогда... Чё пойду? Пойду дальше ковырять там на своем билде. Через кота. Так, где он там? Головокот. Агент поблизости стал ренегатом. Чё, опять что ли? Ренегат? Обнаружен агент-ренегат. Да блин, ну уйти не дают. Замечен дрон-защитник ренегатов. Замечен дрон-защитник противника. $180 тысяч. Втулил. Нет. Выявлено серьезное ранение. Да вдвоем заливают. Агент при смерти. На не настаканном Признаков жизни у элементы агента тяжелые. нет. Так и чё, где тут? Где? Дайте мне. О. Поблизости идет облава. Агент ренегат. Вы в безопасной зоне. Эти облаву набили. Поблизости убит агент-ренегат. Вы вышли из убежища. Обнаружен агент-ренегат. А быстро они, кстати, облаву набивают. Туда-сюда.
И все, опять все лежат. Ладно. Не успеваешь даже добежать. Там много людей, пусть они там 5. Давят их там на КПП. Обнаружено зараженное снаряжение. Не, ну могли бы за ключик и экзотик дать. Тюб 09. Убивает агента Херман. Итого у меня получается 6206 часов киннера. Несмотря на то, что там 10% шанс крита. То есть перчатки наемника это имбище еще то. На самом деле, даже несмотря на то, что там бонус неподходящий. Затоптали, да, жесткие там пацаны. Интересно будет все-таки завтра посмотреть, как будет Толсторог работать. Прям очень сильно хочется. Кто там? То, что было на том же ПТСе, то, что я видел, это прям имба было. Я успевал настакаться ровно за то время, пока, собственно, 1 на 1 мы там гасились. Ну, мне хватало времени настакаться. Прям классно было. В 4 раза быстрее стаки взлетают, конечно. Так, ну что там? В 4 или в 2? По-моему, в 4. Могу ошибаться. Вы на ориентире. Здесь только на ПВЕшке не стакается. Так, что у нас тут? Говно. Баргер, броник, если использовать, то только заветный, да, вот вроде с идеальной несокрушимостью. Вот это как бы имеет смысл. Вижу дополнительные вражеские цели. Если вообще баргер использовать в своем билде. Ну, на ПВП, да. Тут важно сказать, что на ПВП. Держи, мразь! Замечен дрон защитник ренегатов. Да, черт. Замечен дрон защитник противника. Здесь зараженное снаряжение. Огонь! Огонь! Огонь, просто огонь. Обнаружено зараженное снаряжение. О, кстати, Ялгир. А что там в Ялгире? Ориентир зачищен. Становление брони, урон открыт. Ну такое. Тоже фигня. Ну что, на вывоз? Вертолет в пути. Вызвана эвакуация. Охотник-убийца. Ой, не охотник-убийца, вернее, ярость охотника. Вот тоже заиграет хорошими красками. Ну, представьте, там 1,6 ляма брони собрал. В здоровье, да? Он же хилит 100% здоровья за убийство. Это там клац-клац.
чуваков наклацал, похилился. Тут проблема в том еще, что как бы на PvP считается убийство, когда ты еще и из колен чувака добьешь. То есть повалишь и еще с колен добьешь. И в этом случае сказать, что прям полная имба нет, но пробовать надо будет. Очень. В любом случае интересно. В свое время, конечно, если бы хват по-прежнему хилил здоровье, это было бы вообще интересно. А может быть, они вообще порезали в статы. Может быть, и брони, и здоровья мы уже столько не увидим. Вертолет прибыл на точку. Вертолет прибыл. Идет подъем груза. Ты чё, вешай, братан? Запущен протокол «Ренегат». Статус «Ренегата». 15 секунд, и мы улетаем. 15 секунд, и мы улетаем. О, подожди, пока послышался или кто-то рядышком был? Не. Все на борту, можем лететь. Вертолет летит на базу. Так, ну, блин, придется с теми гаситься. Агент «Ренегат» рядом. Иначе... Больше никого просто нет. Вертолет на месте. Все, пачка сейчас заберут. Со щитом прикрыл, этот из-за щита пострелял. Агент без сознания. Обнаружен агент «Ренегат». Замечена безопасная зона. Билд поменял. Вы вышли из убежища. Агент «Ренегат» рядом. Тюб подбивает агента. Герман. На самом деле у меня есть и бдительность для этого билда, но как-то, вот честно, бдительность мне не сильно заходит. Она хороша, там вот как чувак из-за щита пострелял и все. Вертолет возвращается. Вот это самое оно. Чё, у меня же, да, нет сопротивления. Серьезное ранение. Агент при смерти. У меня шока, сопротивления нет. Обнаружен агент «Ренегат». Чё? Безопасную зону. Вы вышли из убежища. Да, унято. Ладно, в конфликт пошел, раз тут такие танцы, пляски пошли, зажимают. Пару каточек в конфликте надо. Конфликтиться. Замечена безопасная зона.
Конфликт. Поехали. То, что порезали экспертизу в конфликте, тут у меня двоякое такое ощущение. Во-первых, вроде и хорошо, но с другой стороны, вроде как и жалко. То есть тех, кто прокачал экспертизу, там действительно стремился, им только Тёмка осталась. В конфликте уже не роляет. Ну и нормализацию, да, в конфликте. С другой стороны, новички, которые приходят, им в конфликте можно там шмотки какие-то выбить, не оптимизировать, ничего, просто вот так вот взял, пошел. Ну, кстати, нормализация, она и сейчас присутствует. То есть вы заходите играть, и вам усредняет статы, короче. Не обязательно вкладывать кучу оптимизации для того, чтобы топовый билд получить. Но с недавних пор еще и будет. Зато время ТТК увеличится. То есть в основном все в оружку вкладывали экспертизу. Давай, что, куда перестрелку, да? Выберите карту. Макдадши. Почему вообще люди там сейчас играют? 1.8. Тут защита от факторов, да, получается, восстановление брони. Не знаю, на самом деле. Я в таком билде не играл бы. Отхил за убийство. Какой-то. Так себе на самом деле. Зато Эльма. Эльму сказали трогать не буду, да? Вот теперь интересно бы Эльму сравнить с другими винтовками. Лень, здорово. Как они будут? Хорошо или плохо? Ликвидируйте противника, пока не кончилось подкрепление. Учитывая, что у ФАМАСа будет теперь 60 патронов в магазине, это прям как бы ну нифига себе. Так, это тот чувак с Ураборосом, да? Которого я смотрел. Замечена мина-ищейка противника. Замечена фугасная мина-ищейка ренегатов. Замечена фугасная мина-ищейка противника. Замечен ремонтный дрон ренегатов. Блин, какой-то прям ремонтный дрон противника. Сильно. А, это не меня, да? Замечен дрон-защитник ренегатов. Замечен дрон-защитник противника. Ну что ж, запушим. Замечена штурмовая турель ренегатов. Замечена штурмовая турель противника. Сбор системы. Система активна. Система неисправна. Я хз на самом деле, что это было. Ой, я шоковый зато наставил. Вот это интересно. Зато абсолютно нету броника лица. Замечена
Пам-пам-пам-пам, где там этот? Сейчас появится усилитель. Ой! Агенту нужна помощь. Да, я что-то подзастрял. У него серьезное ранение. Отхил за убийство. Усилитель Самоуверен. Да, Валентин, это точно. Замечена мина-ищейка ренегатов. Замечена мина-ищейка противника. Союзники забирают усилитель. Усилитель у союзников. Ну, пойдем-ка. Пойдем-ка. Замечена фугасная мина-ищейка ренегатов. Замечена фугасная мина-ищейка противника. Да блин, это же ни хрена себе. Замечен... Я что-то не вижу даже его сейчас. Вот так вот. Замечен дрон защиты. Если противник не переломит ситуацию, вы победили. Состояние критическое. Да он может только переломать на меня. Агент при смерти. Агент погиб. Расковырял меня все-таки со своей турелей. Типочек. Система восстановлена. Да блин, это я, ну что ты читаешь-то? При движении такая эргономичность прям жесткая. Поменялась СПА. Хорошо, что они не понерфили несокрушимость. Вот это было бы, конечно, эпичный фейл. Победа. Зачем не сакру нерфите, я прям не знаю. Как им в голову вообще пришла такая идея? Речь на втором месте. Пять убийств на втором месте. Чувак, одно убийство. Ну ладно, у него 7 помощи. Дамага много нанес. Тут это ему обидно, наверное, сейчас. Ну почему он, а не я? В смысле, вот этому второму чуваку, видать, обидно. Первый так выбился. Кто бы и фраги воровал? Не, ну заслужил, что, 8-7 помощи. Давай, следующий. Подноси. Че вот интересно пулеметы, вижу, апнут. С пулеметиками интересно поиграть будет. Че, собственно, ждать? Может сейчас взять пулемет? Какой-нибудь. Поджигающий попочки. Что-то долго ищет. Вообще никого нету, Лень. Ну давай же, ну. Жень, давай быстрее. Ну сколько можно?
Количество игроков в команде 1-4. Автоматическая победа. Доступно. Автозаполнение включено. Усиления доступны. Фирменные грузы доступны после уровня 30. Я так подозреваю, что это рудимент. Вот эта штука. Зачем она? Перестрелка, командное уничтожение, превосходство. Но, наверное, процентов 95 играют только перестрелку. Это типа командный гел. Так, давай посмотрим, кто ли. О, Л.И. Антишок. Раздаватель звездец. Мокко. Ну, не знаю, что. Не знаю, что сказать по этому поводу. Ну, такое дело. На башку, видать, собранный билд, потому что непонятно. Так. Может, второй Анри поставить? Сейчас я гляну, что у меня там А, там сопротивление импульсу стоит, по-моему. Антиимпульс у меня одет. Победите противника, пока у вас не кончилось подкрепление. Давай вот так, по традиционным на ШВ-критах. Так, это тоже человека часто встречаю. Гангстерита тоже. Короче, все старички собрались, да? Замечен дрон-защитник ренегатов. Замечен дрон-защитник противника. Замечен улистик ренегатов. Замечен улистик противника. Замечен фугасная ищейка ренегатов. Замечена фугасная ищейка противника. Агент ранен. Да блин. Срочно требуется медицинская помощь. Агент при смерти. Спасибо. Агенту нужна помощь. Ни хрена, сколько у них ульев-то? Выявляю серьезное ранение. Я фул кровоток. Агент выбыл из строя. Придется брать фул защиту от кровотока. Как раз. Агент ранен. Ладно. Агент убит. Как раз потестирую, где там мы. Да. Тут, по-моему, нет Усилитель полной. активируется. А, нет, полная защита. Агенту нужна помощь. Усилитель активен. Усилитель захватывают враги. Противник получил усилитель. Давай посмотрим, как они будут. Замечен дрон-защитник ренегатов. Оп-оп-оп-оп. Замечен дрон-защитник противника. Замечен улистикер ренегатов. Замечен улистикер противника. Ага, понял. Замечена фугасная ищейка ренегатов. Замечена фугасная
фугасная мины-ячейка противника. Агент ранен. Хилиться-то не, собственно, и нечем. Да, навыками просто тупо давит. Состояние критическое. Агенту нужна помощь. Братан, у меня хилиться нечем. Срочно требуется медицинская помощь. Так, ладно. Здесь тоже по барабану, да? Я просто не Агенту могу нужна к ним помощь. подходить. Какая разница, если я не могу? Я ничего? высылаю вам специальное снаряжение. Ваше подкрепление тает на глазах. Ну, я тоже там 200 зарядил. Зарядил, ему зарядил. Противник сейчас захватит груз. Замечен улей-стингер ренегатов. Замечен улей-стингер противника. Замечена фугасная мина-ячейка ренегатов. Замечена фугасная мина-ячейка противника. Замечен дрон-защитник ренегатов. А, он убил его, Замечен дрон-защитник противника. Союзник захватывает груз. Что-то вообще так катка не идет. Слишком они скилл Союзнику удалось забрать фирменный груз. бросают ули Половина свои. боя. Агент ранен. Behind you, on the bridge, watch on the bridge behind. Да знаю, что behind you. Подкрепления нет. Теперь дело за вами. Где второй? Так. Сейчас появится усилитель. Усилитель доступен. Замечен улей-стингер ренегатов. Замечен улей-стингер противника. Союзники. Союзники захватили усилитель. К ренегатам больше не придет подкрепление.
Замечена фугасная мина ищейка ренегатов. Ну что, идем? Замечена на пуш. фугасная мина ищейка противника. О, щет. Прикройте. Агенту нужна помощь. Они Я думал, их осталось всего двое. Блин, это, конечно, я поторопился. Замечен дрон-защитник ренегатов. Замечен дрон-защитник противника. Под себя кинул, сам загорелся. Так, аккуратненько выбиваем. Я отправила к вам фирменный груз. Попал, окей. Замечен у листика ренегатов. Замечен у листика противника. Где он? Агент ранен. Вижу. Есть! Вытянули. Победа за вами. Прекрасно. Это был жесткий бой, да, я давно так не потел. Прям сначала на расслабоне пошел. Потом пришлось прям собраться, потому что давно таких боев не было в конфликте. Убийств. Вот, ну, тут тупо все, короче, через навыки играли. Так или иначе. Так или иначе, кровоток был практически, ну, у всех, да. У нас даже тип был, который никого не убил. Пацифист. Патроны подносил, короче, походу. Ну-ка, давай дальше. Агент найден. Агент найден. Затащил. Да вообще этим, как его, чудом просто. Коты на самом деле как бы неплохие. Даже один кот, который у меня на бронике сейчас, на рюкзаке, все равно неплох. Мне нравится. Прям неплохо бустит дамаг. Но вот 15% урона, либо не сакра. Тут, конечно, я склоняюсь в сторону не сакры больше. Потому что что-то вот не сакрушка. По душе мне больше. Хотя когда-то я не сакру не любил. Я такой прям... Вот когда ее только выпустили, после 8-го патча, там, по-моему, да, не сакра, короче, как вышло,
И я вот что-то прям думаю, блин, она так долго откатывается, ей так играть как бы хреново. А потом как раскусил, я такой, о, так это же талант последнего шанса. Последний остался. Ну так посмотрим, кто нам сейчас тут. Ли опять. Да, перестрелка. Посмотрю на чем. Вот был... ну он на Улье. Полностью ДД. Full ДД с Ульем. Ну, потому что на коварстве. Кобуру я бы не ставил это. Неудачный выбор. Чувак, видать, вообще не тестировал билды. Ну что ж, полетели. Полетели. Давай. Ликвидируйте противника, пока не кончилось подкрепление. Я такой, может быть, я тоже на коварстве хочу поиграть, но нет. Не хочу. Да, фумаса 60 патронов, капец, это прям так мало. Никогда не хватает, чтобы залить чувака с одного магазина. Ну, то есть, если да, если вы, конечно, full DD одеться, то там хватит. Замечена фугасная мина-ячейка противника. Ну и что, и где вы там? О, тут говно полетело. Замечена артиллерийская турель ренегатов. Замечена артиллерийская турель противника. Где там тут? Замечен улей стикер ренегатов. Лятом. Замечен улей стикер противника. Турельщики. Агенту нужна помощь. Турелянты. Ботоводы. Замечен дрон ренегатов. Замечен дрон противника. Так, это мне звездец. Срочно требуется медицинская помощь. Привет. Агент при Хорошо, Стрим, скажи, пожалуйста, после обновления признаков жизни у агента нет. Да. Завтра посмотрим. Они сказали, что там кое-что подрезали. Посмотрим. После ПТСа могут статы измениться на пушках. Но в целом, да, говорили, что М700 это будет лучшая пушка. Во-первых, у нее стабильность. Вот я, допустим, беру белую смерть. Белая смерть и обычный карабин. Даже они отличаются между собой. Белая смерть в худшую сторону. То есть я вскидываю винтовку, и у меня, получается, нет ровного полета пули. Она может там куда угодно лететь, но только не в цель. Это если фаззумить. Это если войти в прицел, постоять там какое-то время. И после этого только окей. Агенту нужна помощь. Усилитель захвачен врагом. На behind. Behind на behind. Замечена фугасная мина-ячейка ренегатов. Это что, не наши, что ли? Замечена фугасная мина-ячейка противника. Так а где вы? Чё вы? Блин, хоть импульс кто-нибудь, ну возьмите. У меня просто все навыки заняты.
Агент ранен. Замечена артиллерийская турель ренегатов. Замечена артиллерийская турель противника. Замечен улей-стингер ренегатов. Замечен улей-стингер противника. Behind you. На behind you. Агенту нужна помощь. Где он там? Ага, все, отхилился. Могу идти в бой. Что? Замечен дрон ренегатов. Замечен дрон противника. Так, тут он. Давай, иди сюда. Ах ты ж. Срочно требуется медицинская помощь. Какой? Ах ты ж какой. Агент без сознания. Как он выскочил, как черт из табакерки. На! И все тут. Союзник забирает груз. Не знаю, наш этот или не наш. Союзник подобрал специальное снаряжение. А, видел. Замечена фугасная мина-ищейка ренегатов. Ну давай, едь туда уже, что-то. Замечена фугасная мина-ищейка противника. Напугала пацана. Замечена артиллерийская турель ренегатов. Замечена артиллерийская турель противника. Блин, да вон же ж... У нас тоже чуваки. Замечен улей-стингер ренегатов. Замечен улей-стингер противника. Да блин, ну кто-нибудь помогите, ну что вы там делаете? Система неисправна. Половина боя позади. Система активна. Срочно требуется медицинская помощь. Агент при смерти. Агент погиб. Даже не так. Я сейчас буду по навыкам херачить. Вот, и им будет передаваться урон. Ну ладно. Да и так пойдет, в принципе. 1,5 у меня сейчас лямон, да? Нет, это не тот Андрей. Сейчас появится усилитель. Усилитель доступен. Блин, где Андрей тут у меня был? Замечена фугасная А, ну да, мина-ищейка тот. Вот ренегатов. этот. Замечена фугасная мина-ищейка противника. Замечена артиллерийская турель ренегатов. Замечена артиллерийская турель противника. Погнали. Агент ранен. У вас заканчивается подкрепление. Еще кому-нибудь там пострелять? По навыкам нет? А, вон. Усилитель сейчас исчезнет. Да, блин. Срочно требуется медицинская помощь. Вот же жесть. Агент при смерти.
Усилитель исчез. Агент убит. Да у тебя все с навыками, походу, один ты там багер. Походу, скилл давит скилл. Замечен улей-стингер ренегатов. Замечен улей-стингер ренегатов. Улей-стингер противника. Замечен дрон ренегатов. Замечен дрон противника. Что там, ничего не валяется такое интересненько. Это наши, не наши? Агенту нужна помощь. Я высылаю вам специальное снаряжение. Что тут? Я вообще, ну... Куда тут? Все в говне. Замечена фугасная мина ищейка ренегатов. Ты смотри, что творится. Замечена фугасная мина ищейка противника. О, вот тебя я ждал. Оп, по 20 тысяч. Вылетает дамага. Хорошо. Замечена По 30. турель ренегатов. Замечена артиллерийская турель противника. Еще можно куда-нибудь там надамажить? К сожалению, нет. Страшно, блин. Кстати, я вообще... Что происходит с этими людьми? Усилитель активируется. Союзник сейчас заберет груз. Время на исходе. Усилитель активен. Союзнику удалось забрать фирменный груз. Капец, хрень какая-то творится, ужас. Ля. Усилитель забирают Окопались. союзники. Усилитель у союзников. Агент ранен. Срочно требуется медицинская помощь. Привет, Валерия. Агент при смерти. Не, это... Подкрепления больше нет. Держитесь. Это ужас. Агент погиб. Это просто ужас. Замечена фугасная мина ищейка ренегатов. Замечена фугасная мина ищейка противника. Даже не знаю. У нас тут не жестко, у нас тут дичь. Так, ладно, ребят, буду заканчивать. Потому что, возможно, завтра будет стрим. Потому что обнова, все дела. Вот, сегодня мы посмотрели, что разрабы. Там, если кому интересно, перемотайте в начало стрима. Там как раз на стрим с разработчиками. Вот и я о том же, как тут играть можно. Навыки рулят, зачем шоу. Да, я 6, кстати, лень, там коцнул. Один у нас не выдержал, он прям ливнул. Вот, завтра, короче, стримчик я планирую сделать, если при одном условии, если разрабы не сломают обнову и она выйдет в срок. Если она выйдет где-то после 8, то вряд ли я уже тогда смогу постримить. Вот, если до 8, там, в 7, например, чтобы я знал, я подготовился к стриму, там, и запустился, то тогда постримим. Ну, а пока, в общем, всем счастьечка, здоровечка, увидимся. Пока-пока, ребят.